Аргонис представляет. Привет, у микрофона Арго, и в этом ролике поделюсь с тобой информацией о планах разработчиков, запланированными изменениями и выбранном курсе развития игры. Многие знают, что разработка контента ведется задолго до его выхода, и большинство опасается, а кто-то необоснованно уверен, что с прекращением поддержки киберспорта в игре и остановилась разработка нового контента, и нас лишь ждет выход того, что уже было подготовлено заранее. Это было опровергнуто в последней сессии вопросов и ответов с разработчиками. Там нас заверили, что сейчас также ведется работа над созданием новых персонажей, и Heroes of the Storm будет полноценно представлена на BlizzCon 2019, где нам покажут новый контент и расскажут о дальнейшем курсе развития игры. Переходим к Лиге Нексуса. Возможно, многие уже заметили, что в межсезонье на высоких рангах больше не снижается рейтинг при длительном перерыве. Разработчики пообещали, что эта функция вернется вместе со стартом первого сезона Лиги Нексуса. Также нам пообещали сократить количество калибровочных матчей этим летом. Если верить старым заявлениям, то для калибровки будет необходимо всего 3 матча. Со стартом первого сезона Лиги Нексуса разработчики хотят ввести измененную систему наград за достижения в сезоне, которая будет подталкивать игроков к постоянной игре и выигрышу, а не простому прохождению калибровки и переходу в АФК режим до конца сезона. Разработчики надеются, что в конечном счете это положительно скажется на качестве игр. У них уже есть представление о том, что это должны быть за награды, но они хотят услышать предложения от игроков. Так какие награды достойны тебя в конце сезона? Делись своими пожеланиями в комментариях. Кстати, планируется и новая система наград за повышение уровня героя. Ее подробности нам пока не сообщают, но она уже тестируется, а значит ее появление в Нексусе совсем не за горами. Возможно, это возвращение мастер-скинов. Для рейтингового режима также разработчики планируют реализовать механику прощения поражения. Ведь каждому из нас неприятно проигрывать из-за покинувшего матч или АФК. Что касается командной лиги, то команда Ходса подумывает о ее реализации в том ключе, в котором планировалось все изначально. Статичные команды со своим рейтингом. Кстати, уверен, всех нас раздражает один очень неприятный момент во время поиска игры. Вот был уже нашелся матч, как бац, кто-то отключился, и приходится снова нажимать кнопку поиска игры и ждать очередь по новой. Автоматическое возобновление поиска с высоким приоритетом при первичной ошибке подключения к матчу включено в список задач инженерной группы Ходса. Правда, точных сроков реализации этого момента нет. Переходим к полям боя. Новой карты нам в ближайшем времени не видать. Разработчики акцентируют внимание на балансировке текущих. Это Браксис и ядерный полигон. Также разработчики ведут дискуссии на тему обновления бухты Черносерда. Конечно же, с сохранением механики карты. Сообщают, что изменение может появиться в игре к концу 2019 года. А вот призрачные копии не скоро к нам вернутся. Из всех ротаций карта удалена на неопределенный срок, но в нее всегда можно поиграть в режиме своей игры. Также, к сожалению, и редактор карт в ближайшее время нам не выпустят, пока приоритеты команды сосредоточены на другом. Кстати, карты с форматом ARAM, All Random, All Mid могут стать полноценным режимом с ротацией карт такого формата. Потенциально этот режим может заменить потасовки. Пользователь Reddit под ником Дома Arigato 723 в последней сессии поинтересовался у разработчиков касательно сроков выпуска нового героя, задав следующий вопрос. Anduin появился в Нексусе спустя 3 месяца после Империи. Будет ли это стандартный промежуток времени между выходом новых героев или этот срок увеличится? На что ему ответил главный продюсер игры Кео Милкер следующее. Частью задач команды Ходса является выяснением баланса между тем, что команда хочет сделать, и тем, что команда может сделать. Тем не менее, они не хотят придерживаться стандартных сроков. Также Кео отмечает, что они любят делать новых героев и будут продолжать посвящать им свое время и страсть. В то же время разработчики проводят существенные изменения баланса и реворки героев, чтобы новички Нексуса в дальнейшем не сокрушали мету. И Кео заверил, что разработка нового героя продвигается великолепно и находится в нескольких шагах от релиза, и взывает к нашему терпению. Теперь давай гадать. Представители вселенных Diablo и Warcraft нам уже выкатили. Будет ли следующий герой из Overwatch или StarCraft? И кто это будет? Жду твоего прогноза в комментариях. Переходим к ожидаемым реворкам.
Разработка реворка Ченя близится к завершению. В скором времени мы увидим результат в одном из патчей. Также ведется активная работа над реворком Тассадара, где он сменит роль с поддержки на убийцу. Диван также находится в списке героев-разработчиков на капитальную переработку талантов. Точных сроков реализации реворка нет, но разработчики открыты для идей и предложений от сообщества. Разрабы видят и признают силу Анабарака. Нерфы героя продолжатся постепенно, чтобы добиться идеального баланса. Также они обеспокоены популярностью Диабло и Гороша, так как эта троица вытесняет других танков. Команда Ходса довольна результатами остальных танков, и чтобы вернуть им популярность, ищет возможность их апнуть, не нарушая баланса. Кстати, Горошу обещает в скором времени вернуть возможность бросать взрывающуюся меку Дивы, а также в будущих патчах продолжится регулировка монокоста персонажей. Многих интересовал вопрос, почему у Тиранда убрали квест с часовым, и разработчики дали наконец-то ответ. Способность в первую очередь несет в себе разведывательный характер, а тот квест, что был, вынуждал игроков беречь способность для нанесения урона жертвой разведкой, потому от того квеста и отказались. Это еще не все, что нас может ожидать в нашей любимой игре, ведь у разработчиков припрятано в долгий ящик еще куча идей. Вот несколько из них. Активная поддержка киберспорта, сохранение предпочитаемых талантов, возможность игрокам выбирать самим перед началом поиска, качество подбора или скорость поиска игры, кланы, новые карты, обновление старых моделей героев, турнирный режим, видимый ММР и куча всяких идей. А когда разработчики откроют этот долгий ящик, пока нам неизвестно. Ну а ты обязательно подписывайся на канал, ставь свой душевный лойс и обязательно напиши в комментариях, что из этого всего ты больше всего ждешь. С тобой был Арго, до встречи в Нексусе!